Всем привет! Вот наступил 2020 год. Я решила его начать с вязания вот такой вот куколки. Куколки-балерины. Как вы заметили, я поменяла немножечко свой стол, где я буду работать, рабочий стол. Вот. И вяжем с вами вот такую куколку. Куколку-балерину. Она вот такая вот интересная получается. Что мне для этого понадобилось? Понадобится стержень для клеевого пистолета. Он 7 миллиметров вроде бы. Да, 7 миллиметров. Если даже будет 10 миллиметров, тоже подойдет. Даже еще лучше. 10-миллиметровой толщины. Нужен для того, чтобы мы вставляли в тело, когда будем вставлять, чтобы голова наша, ну, видите, она держит форму, она не наклоняется за счет того, что тоненькая шейка, чтобы голова держалась и никуда не падала. Для этого нужен такой вот стержень. Он очень удобный, так как он гибкий, да, удобный. Вот. Клей нужен для ткани, так как мы будем приклеивать волосы. Вот. Будем приклеивать обувь. Глазки. У меня глазок такого размера, другого цвета, к сожалению, нет. Поэтому я взяла вот с таким ободком зеленым. Были бы голубенькие, тоже было бы, конечно, красивее, я думаю. Ну, в общем, какие у меня были, я такие взяла. Размер этих глазок, значит, 9 миллиметров. Вот, 9-миллиметровые глазки. Ну и, соответственно, пряжа. Такая вот у меня для тела. Выбрала я желтый цвет для платья. Вот, и беленький будет тоже использоваться в платье. Можно, если у меня был бы немножечко оттенок другой, то я бы сделала бы из одного цвета 2 оттенков. У меня была бы кофточка со штанишками и все остальное платье. И это, в общем, были бы они у меня одного оттенка, но разных цветов. Но так как у меня нет, я решила сделать именно таких вот цветов. Вот. Что еще? Для волос тоже взяла цвет немножко потемнее. Вот такой вот. Коричневый. Ну, это уже варьируется от ваших взглядов. Цвет тела может быть светлее. Если у вас есть светлый беж, тоже будет светлое тело. Тоже как бы варьируется. Кто-то может сделать темное тело. Ну, в зависимости от ваших предпочтений, какие есть цвета и так далее. Все это будет зависеть от этого. Здесь нету как бы конкретных оттенков, цветов там и так далее. Там уже выбираете сами и вяжете. И украшаем волосы. Вот такой вот у меня есть. Я не знаю, как это называется, украшение. В общем, я украсила вот таким вот украшением волос. Там уже можно, если есть бабочки, там какие-то маленькие одинарные, да, можно просто по одному приклеить по кругу. Украсить можно тоже как угодно, на ваш вкус. Итак, начинаем вязать с головы. Голова и тело у нас будет одним целым, поэтому вяжем с головы. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем. Делаем второй ряд. В каждый столбик делаем прибавки. И будем вязать мы круг. Круг вяжем, как обычно. Третий ряд у нас столбик прибавка. Четвертый ряд 2 столбика прибавка. Пятый ряд 3 столбика прибавка. Шестой ряд 4 столбика прибавка. И седьмой ряд 5 столбиков и прибавка, в котором у нас будет 42 столбика в ряду. Провязываем самостоятельно такой круг. И встретимся с вами в 7 ряду, где мы уже все провяжем, весь круг.
Провязали. Вот такой вот круг, 7 рядов, 42 столбика в 7 ряду. С 8 по 9 ряд мы провяжем 12 рядов без изменения, 42 столбика. Провязали. На этом этапе будем вставлять глазки. Глазки у нас будут располагаться между 15 и 16 рядом. Поэтому отсчитываем мы 15 ряд сверху. И маркер, который у нас остался, он нам нужен для того, что он будет для нас как бы отчет, будем вести от него. Если вы маркер ложите к себе лицом, вот наоборот, как в начале, да, то либо если вот так вот вы взяли, то у вас вот именно вот как вы видите, я отсчитываю в эту сторону, у нас идет отсчет. Отсчитываем 9 столбиков. Именно в левую сторону, да, если держите именно вот так, как я сейчас держу. В левую сторону от маркера отсчитываем 9 столбиков. И между 15 и 16 рядом вставляем первый глазик. Главное, внимательно посмотрите, как я держу и отсчитываю, в какую сторону. Отсчитали, вставили глазик. Второй глазик мы вставляем, тоже отсчитываем от глаза сразу, отсчитываем 9 столбиков. Либо вы, пока вы глазик не вставили, сразу отсчитайте 9 столбиков. Если вам будет казаться, что глаза сильно далеко расположены друг от друга, вы можете на столбик ближе, либо на 2 столбика. Там посмотрите на свой взгляд, как бы вы хотели располагать глаза. Отсчитали 9 столбиков и вставили второй глаз. Вяжем дальше. 20 ряд. В 20 ряду у нас столбики и убавка. Повторяем 14 раз, то есть до конца ряда. Столбики и убавка вяжем до конца ряда. В ряду остается 28 столбиков. Убавки делаем за передние полупетли. Провязали, наполнили голову синтепоном. Поправляем глазки, если синтепон их как-то раздвигает, там, чтобы они ровненько стояли. Следующий ряд у нас 21. Здесь у нас 14 убавок. Все у нас идут убавки подряд. 14 убавок подряд. В ряду остается 14 столбиков. Дальше. 22 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. И в конце останется 2 столбика, которые провязываем. В ряду у нас должно получиться 11 столбиков. Убавки делаем за передние полупетли. Голову наполняйте, не забывайте, чтобы она у вас была полностью плотно набита. Теперь с 23 по 26 ряд, 4 ряда, мы провяжем эти 11 столбиков без изменения. Вяжем шею. Вот такая вот шея получается. Следующий ряд у нас 27.
здесь начинаем вязать прибавки отсюда. Вяжем столбик и прибавка 2 раза, повторяем. Раз. Два. Дальше делаем 3 прибавки подряд. Раз прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. Дальше вяжем столбик и прибавка 2 раза. Столбик, прибавка 1 и столбик, прибавка 2. В ряду у нас получается 18 столбиков. 28 ряд. 28 ряд вяжем 2 столбика и прибавка, повторяем это 6 раз. И в ряду получаем 24 столбика. Двадцать девятый ряд. В 29 ряду продолжаем делать прибавки, вяжем 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, в ряду получаем 30 столбиков. Следующий ряд у нас 30. Также делаем прибавки. Вяжем 4 столбика и прибавка, повторяем 6 раз. В ряду у нас 36 столбиков. В 31 ряду меняем цвет. Меняем цвет на цвет платья. Я заканчиваю 30 ряд добавлением нового цвета. Так ввожу обычно я новый цвет, заканчивая предыдущий ряд. Отрезаем ниточку серого цвета, цвет тела, и дальше вяжем цветом платья. В 31 ряду вяжем дальше прибавки. 5 столбиков и прибавка, вяжем уже цветом платья. 5 столбиков и прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. Провязали. Теперь будем вязать за заднюю стенку петли. Вяжем 6 столбиков за заднюю стеночку петли. 32 ряд вяжется за заднюю стенку петли. Вяжем 6 столбиков. Провязали. Пропускаем 9 столбиков. И начиная с 10 вяжем 11 столбиков без изменения за заднюю стеночку петли. Это первый столбик, и так вяжем 11 столбиков.
Провязали. Отсчитываем 9 столбиков. И начиная с 10 провязываем оставшиеся 7 столбиков за заднюю стеночку петли. В ряду у нас получается 24 столбика. Дальше 33 и 34 ряд будем вязать без изменений. Вот смотрите, благодаря тому, что мы отсчитывали от маркера, вставляли глазки, да, у нас получилось все ровненько по серединке. Это если вы вставляете на безопасном креплении глазки. Если клеите, то это сделать можно потом. Итак, значит 33 и 34 ряд мы вяжем без изменения 24 столбика. 2 ряда без изменений. Провязали. 35 ряд. Отсюда начинаем делать убавки. Вяжем 5 столбиков. Убавки у нас будут по краям. Провязываем 5 столбиков и делаем убавку за передние полупетли. Дальше вяжем 10 столбиков. Провязали 10 столбиков и делаем убавку с другого боку. Так формируем мы талию. Сделали убавку и оставшиеся 5 столбиков вяжем до конца ряда. В ряду у нас остается 22 столбика. Следующий ряд у нас 36, в котором мы дальше вяжем убавки. Вяжем 5 столбиков и убавка. Затем вяжем 8 столбиков. Восемь столбиков и убавка. Сделали убавку и довязываем до конца оставшиеся 5 столбиков. В ряду остается 20 столбиков. Следующий ряд 37. Вяжем 4 столбика и убавка. Сделали убавку, провязываем 8 столбиков и убавка. Сделали убавку и провязываем оставшиеся 4 столбика до конца ряда. В ряду у нас остается 18 столбиков. В 38 и 39 ряд мы провяжем эти 18 столбиков без изменений. 2 ряда.
провязали. 40-й ряд. Здесь мы начинаем делать прибавки. Вяжем 4 столбика и прибавка. Также у нас будут прибавки по бокам. Сделали прибавку, вяжем дальше 8 столбиков. 8 столбиков и прибавка. Сделали прибавку и дальше провязываем 3 столбика. 3 столбика и в последний столбик мы провяжем прибавку. Последний столбик провязываем прибавку. В ряду получаем 21 столбик. Следующий ряд у нас 41. Вяжем 5 столбиков и прибавка. Прибавка. Дальше вяжем 9 столбиков и прибавка. И прибавка. Дальше вяжем 4 столбика и в последний столбик провязываем прибавку. У нас прибавка еще и в конце. Итак, в ряду получаем 24 столбика. 42 ряд. 6 столбиков вяжем. 6 столбиков и прибавка. Дальше вяжем 10 столбиков. Десять столбиков и прибавка. И вяжем 5 столбиков и в последний столбик провязываем прибавку. В ряду получаем 27 столбиков. Последний столбик прибавка. Теперь 43 ряд мы будем вязать за заднюю стеночку петли. Вяжем 7 столбиков и прибавка. Дальше вяжем 11 столбиков. Весь этот ряд у нас вяжется за заднюю стеночку петли.
Провязали 11 столбиков, делаем прибавку. Дальше вяжем 6 столбиков и в последний столбик делаем прибавку. И в ряду у нас получается 30 столбиков. В 43 ряду 30 столбиков. Дальше 44 ряд. Вяжем теперь за обе стеночки, как обычно вязали. 8 столбиков и прибавка. Дальше вяжем 12 столбиков. Провязали 12 столбиков, делаем прибавку. Мы вяжем 8 столбиков до конца ряда. В ряду у нас получается 32 столбика. Теперь с 45 по 50 ряд мы провяжем 6 рядов без изменения, 32 столбика. Провязали. Теперь мы берем ровненько все раскладываем, чтобы ровно посерединке все как расположено должно выглядеть все тело. И смотрим, где у нас выходит последний столбик. Он должен у нас быть посерединке. Если не посерединке, то довязываем так, чтобы был посерединочке. Вот так вот. Примерно на глаз. Отрезаем ниточку небольшую. И эту ниточку мы потом этой ниточкой будем сшивать серединочку. Только серединку будем вместе сшивать. Это потом будет. А пока мы берем цвет тела. Или нет, давайте сначала мы сделаем юбочку. Находим наш ряд. Это 43, где у нас были связано за заднюю стеночку. Находим переднюю петельки не провязанные, да? И привязываемся. Делаем 2 воздушные петли. Берем цвет платьюшка. Делаем 2 воздушные петли, затем в этот же столбик провязываем 3 столбика с накидом. Эти 2 воздушные петли мы не считаем. И в каждую петелечку мы будем провязывать по 3 столбика с накидом. По кругу так провяжем до конца ряда. Провязали и делаем соединительный столбик с первым столбиком. Именно с первым столбиком. Не 2 воздушные петли, которые были, а первый столбик. Соединились. Дальше делаем 2 воздушные петли. И в этот же столбик вяжем столбик с накидом. И так будем вязать по кругу до конца ряда в каждый столбик, по столбику с накидом. Провяжем так 4 ряда. Без изменений, просто в каждый столбик делаем столбики с накидом. Вот так провязали мы 4 ряда, соединились. Теперь сделаем обвязку. Делаем воздушную петлю и следующий столбик соединительный столбик. Воздушная петля, следующий столбик соединительный столбик. И так будем вязать до конца ряда. Воздушная петля и соединительный столбик. Следующий столбик делаем соединительный.
довязываем до конца, делаем воздушную петлю и делаем соединительный столбик с первой воздушной петлей. Отрезаем ниточку, так, чтобы можно было ее потом спрятать. Вот такая вот обвязочка получается. А теперь будем вязать руки. Берем цвет тела, ниточку, находим под мышкой петелечку. Там она будет такая, вот ее будет видно, да? И к ней привязываемся ниточкой цветом тела. Смотрим внимательно, где наши 9 столбиков. Сразу их заметьте, отметьте, где они у вас начинаются, заканчиваются. Их должно быть 9 по кругу. И за задние стеночки петли мы будем вязать столбики без накида по кругу. 9 столбиков. 9 столбиков у нас в ряду. За задние стеночки петли. Вот так вот. Провязали 9 столбиков. И теперь будем вязать по кругу этих 9 столбиков без изменения 19 рядов, считая этот ряд. Этот ряд у нас первый был. Так, всего у нас должно быть 19. Можете маркер ставить, можете не ставить. У вас просто визуально должна последний ряд у вас быть именно под мышкой заканчиваться. Ряд должен именно так заканчиваться. И посчитайте так 19 рядов. Ручки мы не набиваем, поэтому просто вяжем. Довязали до конца, отрезаем ниточку, вставляем иголочку. Вытаскиваем ниточку с петли, вот так вот протаскиваем ее. Вставляем в иголочку и будем эти 9 столбиков вместе стягивать. Стягивать будем их за передние стеночки петли, за передние полупетли будем браться. Не за обе стеночки, да, петли, а за передние. Чтобы не сильно выпирало, когда будем стягивать, а немножечко как бы упало вовнутрь при стягивании. Край упал вовнутрь. Не сильно выпирал. А считаем, чтобы не запутаться, просто считайте, 9 столбиков должно быть. Полупетельки. Вот, а теперь, когда будете стягивать, оно вот так вот раз, и все, вовнутрь падает немножечко. Буквально вот такая вот небольшая пимпочка торчит. Вот. Пропускаю я иголочку по кругу вдоль стянутых петелек. И где-нибудь там немножечко ниже я привяжу, сделаю один узелочек. Где-нибудь здесь. Вот так вот. И спрячу просто внутрь ниточку. Внутрь руки. И все. Вот так. Такая вот ручка получается. Аналогично этой ручке мы вяжем вторую руку. Провязали. Теперь сделаем оборочку вверху платьишка нашего, да, где у нас вот тут вот были, мы вязали за задние стеночки, тот ряд находим. И за передние стеночки также беремся, немножечко
от начала, где у нас там видно, да, где начало и конец ряда, 2 петелечки в одну либо в другую сторону. Отходите, отсчитывайте и где-то оттуда начинайте, чтобы нам выровнять ряд. Итак, присоединяемся цветом платьюшка, делаем воздушную петлю подъема, да, и в этот же столбик делаем 3 столбика без накида, вяжем. Итак, мы будем вязать до конца ряда. В каждую полупетельку будем провязывать 3 столбика без накида по кругу. Вот так вот довязали, сделали соединительный столбик с первым столбиком, отрезали ниточку. Теперь мы ее спрячем иголкой прямо в тело, вдоль столбиков в начале. И вот так вот в тело спрячется ниточка внутрь. Отрежем лишний хвостик, нам сильно много нитки не надо, чтобы оставалось. Там достаточно. Вот такая вот оборочка получилась у нашего платьюшка. Так, откладываем пока нашу детальку. Теперь будем вязать ноги. Ноги будем вязать снизу вверх. Поэтому в кольцо берем цвет тела и в кольцо провязываем 9 столбиков без накида. Провязали 9 столбиков, стягиваем. И теперь со 2 по 7 ряд мы провяжем 6 рядов без изменений. 9 столбиков в ряду, вяжем так 6 рядов со 2 по 7 ряд. Провязали. 8 ряд. 8 ряд вяжем так. 4 столбика провязываем. 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Формировать будем сейчас мы пяточку. Теперь, начиная с первого столбика, вяжем 4 столбика. Не пропустите, главное, первый столбик, он самый первый. Провязали. Разворачиваем вязание. И вяжем так по кругу 9 столбиков. Провязали 4 столбика и дальше у нас 5 столбиков внизу. Главное, внимательно смотреть, чтобы именно за эти столбики начали вязать. И в итоге получаем 9 столбиков. 4 столбика вверху получились и 5 внизу. Провязали. Берем маркер и будем вязать с 9 по 11 ряд 3 ряда 9 столбиков. Внимательно смотрим, находим первый столбик и вяжем так по кругу. С 9 по 11 ряд 3 ряда. 9 столбиков без изменения. Провязали и наполнили ножку сразу. Будем ножку наполнять по ходу вязания, так как она у нас узенькая, тоненькая, будет неудобно. Следующий 12 ряд.
Вяжем 2 столбика и прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков до конца ряда без изменений. И в ряду у нас 10 столбиков. Провязали 12 ряд. Дальше с 13 по 15 ряд мы вяжем без изменения. Провязали, наполнили ножку. 16 ряд вяжем 3 столбика и прибавка. И 6 столбиков вяжем до конца ряда оставшихся. Прибавка у нас получается сзади ножки, там, где формируется нога выше голени. В 16 ряду получили 11 столбиков. Теперь 17 ряд вяжем без изменений по кругу 11 столбиков. Провязали. 18 ряд вяжем 4 столбика и прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков до конца ряда. В ряду получаем 12 столбиков. Дальше 19 ряд мы вяжем без изменения 12 столбиков. Провязали, вяжем 20 ряд. 5 столбиков. Не забывайте наполнять ножку по ходу вязания. 5 столбиков и прибавка. Дальше вяжем 6 оставшихся столбиков до конца ряда. В ряду у нас 13 столбиков. С 21 по 29 ряд 9 рядов мы провяжем без изменения 13 столбиков, наполняя при этом ножку. С 21 по 29 ряд. Провязали. А теперь смотрим на ножку и выводим рабочую нить. Вот так вот складываем пополам примерно. Вот здесь у нас серединка. И выводим сюда. Довязываем до этой части не хватающие нам петли. Недостающие, вернее, нам столбики, чтобы рабочая нить вышла во внутреннюю часть ноги. И с этого момента у нас будет начинаться ряд. Следующий, 30 ряд. Вяжем 8 столбиков. Восемь столбиков и прибавка. И оставшиеся 4 столбика провязываем до конца ряда. Сразу ложите маркер, чтобы не попутать начало ряда. В ряду у нас 14 столбиков. Здесь у нас формироваться будет колено. Следующий 31 ряд мы провяжем без изменения. Берем маркер, чтобы не потерять ряд, и вяжем 31 ряд 14 столбиков без изменения. Провязали. 32 ряд. Вяжем 9 столбиков и делаем прибавку.
Сделали прибавку и вяжем 4 столбика до конца ряда оставшихся. В ряду у нас 15 столбиков. 33 ряд провязываем без изменения 15 столбиков. Провязали. 34 ряд вяжем 10 столбиков и прибавка. И провязываем 4 столбика до конца ряда. В ряду у нас 16 столбиков. Теперь с 35 по 42 ряд 8 рядов вяжем без изменения 16 столбиков, наполняя ножку параллельно. Провязали. Отрезаем ниточку для пришивания. Я здесь не делаю соединительного столбика, я просто отрежу ниточку. Такая вот ножка получилась. Так вот, достаточной длины, чтобы потом пришить. Вытягиваю ниточку и вяжем аналогично этой ножке вторую ножку. Ножки связаны, теперь будем формировать тело. Берем наш стержень от клеевого пистолета, да, и вставляем до конца в голову хорошо. Если он плохо вставляется, заранее расширьте там синтепон, раздвиньте там палочкой либо ножничками и вставьте. Лишнее отрезаем. У нас буквально там на 2 где-то столбика вовнутрь так вот должен находиться. И синтепоном теперь наполняем тело вокруг стержня. Старайтесь наполнять так, чтобы этот стержень у нас был посередине синтепона, который мы вставим в тело. Набиваем хорошенечко там плечики, все, не забудьте, все аккуратненько, сильно не выпирайте. Вот, чтобы тело не было круглым, а такое более приплюснутым слегка. Наполнили. А теперь берем нашу ниточку, которая оставалась, да, вставляем иголочку, у нас оставалось внизу на теле, отсчитываем одинаковое количество по краям и стягиваем серединку. Отсчитайте, чтобы у вас получилось одинаковое количество петель с двух сторон. Стягиваем серединку и сшиваем ее. Дополняем синтепон, если не хватает еще, чтобы округлить наши края, где будем пришивать к ним ножки потом. Зафиксировали, стянули, отрежем ниточку и спрячем. Наполняем синтепоном. Если вы видите, что не хватает, дополняйте. Вот так вот получается у нас. Теперь пришиваем ножку. Одну ножку я уже пришила. И показываю как. Вы прикладываете ножку так, чтобы стопа уходила в сторону. Вот. Прикладывайте также вторую ножку, чтобы они одинаково расходились.
носочки в разные стороны, так как это балерина, правильно? Надо, чтобы носочки расходились. И теперь будем пришивать за передние полупетли на теле и на ноге. Не за обе будем браться, а за передние полупетли. Вот и так будем пришивать ножку за передние полупетельки и на ноге, и на теле. Когда дойдете до серединки, то в серединке вы пришьетесь двумя петельками на ноге. Вы можете заранее посчитать петельки, чтобы у вас совпадали. Вот, смотрите. Значит, здесь серединка у меня. Я одну петельку на ножке пришью сюда. Так, это у меня петелька была не та. Да. Вот здесь. Вот здесь, значит, я сейчас возьму петельку на ножке, пришью сюда и сюда вторую петельку. Получается, что в серединке у меня пришито 2 петли на ноге. К серединке пришиты. Одну петлю пришила, столбик один, да, полупетельку, и вторую хватаюсь и пришиваю с другого края серединочки. Пришилась к серединке я 2 столбиками на ножке. И дальше уже буду пришиваться к столбикам. Вот столбики, их видно уже. Дальше столбики на ножках, полустолбики вернее, и полустолбики на теле. Все должно совпадать. Все, пришила я ножки. Вот такие получились. Бывает, что когда вы наполняете, одна ножка может немножечко быть длиннее, там если растягивали, да, то можете просто подтянуть ножечку, вытянуть ее, да, когда разные, чуть-чуть растяните, и чтобы вот так вот размер у вас совпадал. Но это как бы не страшно. Вот, сейчас будем вязать пуанты, так называемые, да, тапочки. Я беру цвет юбочки и набираю цепочку из 7 воздушных петель. Теперь, начиная со второй петли от крючка, вяжем 5 столбиков без накида. Четыре, 5. В последнюю петелечку провязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. С противоположной стороны вяжем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. И в последний столбик мы сделаем прибавку. Последний столбик, полустолбик вот этой воздушной петелечки делаем прибавку. В ряду должно получиться 16 столбиков. Посчитайте внимательно. Вот. У меня получилось 16 за счет того, что у меня первый был столбик, который я пропустила, первая петелечка, которую я пропустила. Вот в нее я с нее начинаю вязать, провязываю в нее прибавку. 2 столбика в одну петелечку. И дальше вяжу 6 столбиков. И 6. Теперь делаю 2 прибавки подряд. Дальше вяжу
6 столбиков. И последний столбик делаю прибавку. И в итоге у меня получается по 2 прибавки. С одной и с другого краю. В начале была прибавка и в конце. Следующий ряд, третий, мы за задние стеночки петли вяжем 20 столбиков, которые у нас получились в предыдущем ряду. По кругу без изменения вяжем за задние стеночки петли. Провязали. Теперь с 4 по 5 ряд, 2 ряда, мы провяжем эти 20 столбиков без изменений. Провязали. Теперь 6 ряд вяжем так. Провязываем 8 столбиков. Провязали. Теперь сделаем за передние стеночки петелечки, будем делать, провязывать 5 столбиков вместе. Хватаемся за передние стеночки петель, 5 столбиков. Вот 5 столбиков мы собрали, 5 полупетелек, да, и все вместе провязываем. Делаем вот такую вот убавочку из 5 столбиков. И провязываем оставшиеся 7 столбиков до конца ряда. Ну и в конце просто сделаем соединительный столбик и отрежем ниточку. И ее спрячем внутрь. И все. Вот такой вот пуант у нас получился. Такой вот тапочек. Вяжем второй такой же. Теперь мы эти пуанты будем приклеивать на ножку. Клеем для ткани. Так вот я ввожу клей вовнутрь по краям. Но не совсем уж сильно с краю, а туда подальше, туда, чтобы сильно край не вытекал клей. И он, когда высыхает, становится прозрачным. И вставляем ножку. Вставляйте так, чтобы она зацепила и пяточку, которую мы связали, так как у нас ножичка как бы на носочке получается, так как это балерина у нас все-таки, да? Поэтому хорошенечко натягивайте на ножку, чтобы она оделась. Можете немного согнуть стопу так, чтобы и одеть, вставить туда. Она хорошо оделась на ножку. Вот, и также мы приклеим и второй тапочек тоже. Все, приклеили мы тапочки наши, пуанты. Пусть они пока сохнут. Будем вязать волосы. Потом мы пуанты украсим. Если есть ленточка, ленточкой. Итак, волосы берем цвет волос и делаем в кольцо. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Будем вязать обычный круг, который будет состоять у нас из 8 рядов, в котором в 8 ряду у нас будет 6 столбиков и прибавка
где 48 столбиков в ряду. Итак, значит, второй ряд у нас будет 2 столбика и прибавка, третий ряд столбики и прибавка, четвертый 2 столбика прибавка, потом 3 столбика прибавка, 4, 5 и дойдем до 6 столбиков и прибавка, где повторяться будет 6 раз, и в ряду 48 столбиков. Это будет 8 ряд. Вот, провязали мы такой круг. Теперь с 9 по 17 ряд 9 рядов, может быть даже и 6. Все зависит от того, как вы вязали голову. Если она у вас как бы не сильно плотное вязание было, она может быть большой. В общем, вяжите столько рядов, сколько для вашей головы хватит без изменения. Вот я провязала 6 рядов. Я померила, мне 6 рядов было достаточно. Теперь буду вязать последний ряд. Сначала провязываю столбик без накида, затем делаю полустолбик с накидом и провяжу 43 столбика с накидом. Провязываю я так, что у меня в конце останется непровязанных 3 столбика. Вот, провязали так, да? 3 столбика непровязанных. В них дальше мы вяжем полустолбик с накидом, затем столбик без накида, и в последний столбик мы сделаем соединительный столбик. Так вот у нас будет эта серединочка. Отрезаем ниточку. Также волосы будем клеить. Эту ниточку мы спрячем немножко вовнутрь, чтобы она у нас тут не торчала. Вот такие вот волосы получаются. Вот так вот натягиваем. И вот смотрите, да, вот так вот у вас должно получиться. Вот в таком вот расположении. Немножечко до глаз доходит. Там, если чуть-чуть не доходит, то ничего. Вот так вот где-то должно быть. В таком вот положении должны быть располагаться волосы. Приклеим их на клей. Вот, я натянула, хорошо приложила и посмотрела. Дальше вы выбираете, хотите вы разрез делать посерединочке, хотите сбоку. Определите для себя, да, и потом приклеивайте волосы уже так, как вы определили. Вот так вот просто определили. Волосы не убираем с головы, а вот в таком положении, как решили, сразу берем клей и просто подворачивая края, вливаем туда клей и приклеиваем волосы. Стараемся сильно на край, чтобы не попадало. Если как попало, как у меня, просто вытереть все сразу, пока клей мокрый. Все, это клей высохнет, он потом станет прозрачным, что у меня тут немножко растеклось. Откладываю, пусть сохнут волосы. Пока они сохнут, будем вязать гулю. А чтобы хорошо приклеилось, я вот так беру резиночку, прижимаю, и оно будет сохнуть, пока будем вязать дальше. Вяжем гулю, так называемую, да, такой вот кружочек. В кольцо набираем 6 столбиков. Провязали. Второй ряд мы сделаем прибавки, 6 прибавок подряд, 12 столбиков. Затем третий ряд сделаем прибавку, столбики прибавка, четвертый 2 столбика прибавка, пятый 3 столбика прибавка. Довязываем до этого ряда. Это у нас будет 5-й ряд.
Довязали мы, провязали 5 рядов, в котором у нас 3 столбика и прибавка. В ряду 30 столбиков. Вяжем дальше. Вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду мы провязываем 9 столбиков и прибавка и повторим это 3 раза, получив при этом в ряду 33 столбика. Понимаете, да, круг вот этот у нас был маленький, который вяжется обычный круг. До 5-го ряда мы провязали обычный круг. Провязали 6-й ряд, в ряду 33 столбика. Теперь с 7 по 10 ряд, 4 ряда, мы вяжем без изменения 33 столбика. Провязали. Далее 11 ряд. Вяжем 9 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. И в ряду у нас 30 столбиков. Убавки делаем за передние полупетли. Провязали. Вяжем последний ряд, 12 у нас. Вяжем 8 столбиков и убавка. Повторим это 3 раза. И останется у нас в ряду 27 столбиков. Вот, провязали. Здесь я не делаю, опять же, соединительных столбиков, просто отрезаю ниточку для сшивания, вытягиваю нить из столбика, да, вот, и буду дальше пришивать. Для начала наполняем синтепоном. Наполняем его вот так плотненько, ну, чтобы уж совсем не вываливался от плотности, да, достаточно плотно набиваем. Вот так вот примерно. Потом, если что, буду подталкивать. Сам вываливается, он плохо держится, так как вот круг, пространство большое. Ну и смотрите, значит, пришиваем, уже смотрим на свое усмотрение. Можете пришить вот здесь посерединке. Можете пришить по бокам один. Хотите с двух сторон. Свяжите еще одну такую же гулечку и пришейте ее с двух сторон. Будет такие 2 гулечки. Можно пришить также и сзади. Вот так вот. Все как бы зависит от вашего взгляда. Вот. Я пришью, естественно, вот сюда. Смотрите, как мы пришиваем. Пришиваем мы опять же за передние полупетельки на гульки. Хватаемся за гулечку. Ложим так голову, смотрим по кругу, чтобы совпало по ряду, которым будет пришиваться. Там будет видно, да? И хватаемся, как попадется. Где попадется за ножку петли, где столбика, где попадется за сами столбики, эти долечки, там уже как получится. А на гуле мы берем переднюю стеночку петли и пришиваем именно так. Она, когда пришивать будем так, она более ляжет поплотнее. Не так сильно будут выпирать наши столбики, края столбиков. Пришиваем так до конца ряда. Вот так вот беремся за полупетельки и пришиваем. После того, как я пришила, я беру клей. Решила взять клей момент прозрачный и украшу я свой вот этот вот основание возле головы
не помню, как это называется, вот этими бусинками. Цепочку из бусинок мелких украшу я. Так вот посажу на клей. Где-то в 3 оборота, чтобы они получились, так как они у меня маленькие, тоненькие, плохо видно этих бусинки. Поэтому я решила в 3 оборота. Если у вас есть побольше, достаточно будет одного раза обернуть, то я решила обернуть 3 раза. Вот так вот. И кончик я спрячу под ними. Так вот будет аккуратненько все выглядеть. Чтобы они сильно у меня не шевелились, я возьму клей прозрачный и сверху еще раз пройдусь им немножко, чтобы бусинки не упали. Украшать пуанты я буду ниточкой той же, которой и вязала их, потому что у меня нет ленточки тоненькой. Была бы ленточка тоненькая, то было бы симпатичнее. Поэтому я беру ниточку с 2 краев, вставляю иголку с 2 концов, беру, вот смотрите, посерединке оставляю столбик, его не трогаю, и по краям сначала с одной стороны, потом с другой стороны вставляю ниточку. Получается, посередине у меня не тронутый столбик. Вот, вставила. И так вот крест-накрест еще раз пройдусь в следующий столбик. Все, иголочки убираю, они мне не нужны. И обвяжу так ногу. Также крестиком. Крест-накрест получится. Как обычно обвязывают балерины, да, себе ноги. Пуанты эти бантами. Как-то так. Ленточкой было бы красивее, конечно, можно было бы сделать сбоку бантик из нее, из ленточки, и было бы симпатичнее. Но у меня, к сожалению, нету тоненькой ленты. Пришлось вот так вот именно делать. Вот. Здесь я их привяжу, отрежу, спрячу ниточку. Потом возьму клей и клеем приклею вот это вот, где я связываю, да, чтобы не развязывалась, а уже держалась хорошо. Можно будет, конечно, это место украсить, если у вас есть что-нибудь там маленькое, там полубусинка небольшая, да, вот это место, если вдруг у вас так же, как у меня, нет ленты тоненькой, то вы можете полубусинками, полубусинки маленькие приклеить в этом месте, где у нас узелок. Вот, и этим самым задекорировать это место. Вот, а у меня нету ни того, ни другого пока, поэтому я решила просто спрятать ниточки в ножку, и это место я просто клеем склею, чтобы ниточка не развязалась. Вот так вот спрячу. Чуть-чуть узелочек туда спрятался вовнутрь. Вот и все. И вот так вот клеим немножечко, капельку клея. Он застынет, и его не будет видно. Будет только чуть-чуть грубоватое место. Ну, потом, может быть, я что-нибудь куплю, будет у меня, доделаю, потом украшу. А пока получилось так. Вот такая вот балеринка у нас получилась с вами. Я надеюсь, что вам мастер-класс понравился балерины этой. Вяжите с удовольствием. Платьюшки выбирайте там, фантазируйте по цвету, может быть, по размеру уже выбирайте там. Крючок тоже будет размер меняться от крючка. Остается только схема, меняется размер в зависимости от крючка. Вот. Украсите вот тут полубусинками, если они у вас есть. И все. Вот такая вот балеринка у нас получилась. Спасибо, что вязали вместе со мной.
Спасибо за просмотр и до следующего видео. Пока-пока.